После того, как я проводила свою подружку, веселую подружку Настюшку в Китай, я отправилась сначала по делам, а потом решила съездить еще один раз в одно место. Оно достаточно тяжелое, эмоционально тяжелое и, не побоюсь даже этого слова, отвратительное по ощущениям. Но тем не менее стоящее для посещения, поскольку так или иначе это история Камбоджи, это место называется Музей геноцида. Для слабонервных это место явно не подходит. Судя по всему, сейчас тут будет множество туристов, очень много народу, помимо той очереди, к ней еще добавился целый автобус такой туристический. Люди посещают и с утра, и днем. И даже вот с пивком, с местным камбоджийским кто-то пришел. Так интересно. А вот и кассы музея. Буду покупать билет сейчас. Для детей $8, для взрослых $10. Мне сказали, что нужно зайти сюда до 5 вечера, хотя, значит, музей работает, закрывается в 5:30. Hello, could I buy the ticket, please? One for adult. Я уже взрослая девочка. Is it in Russian? Do you have in Russian? No, not in Russian, only in English and other language. Okay, not now then. Okay, next time. Without audio guide. Я просто... thank you so much. Акун Чиран, Акун Том-Том, Акун Макаплу, Акун. Вот так выглядит билет. Создей. Thank you. Акун Чиран. И вот этот скан нужно просканировать. Вот так вот. Yes. Thank you. Акун Чиран. У меня просканировалось, а я залипла что-то. Конечно, лучше с гайдом, но так как у меня времени осталось совсем немного, скоро закроется музей, но, соответственно, я могу еще приехать и обязательно послушать с аудиогидом, но это будет на английском языке, но тут есть и кхмерский, и испанский, но, к сожалению, русского нет. Но чего нет, того нет, и на английском, в принципе, можно понять будет. Ну, может, какие-то слова останутся непонятными, но тем не менее. В общем, покажу вам это место. Страшно на самом деле. Вот страшно. Бывшая школа, где пытали невинных людей. И тут есть захоронение. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит изнутри. Трехэтажные здания с камерами пыток, с фотографиями. Очень страшно. Вот как выглядят невинные жертвы.
Это билдинг A. И первый этаж – это вот такие, получается, однотипные комнаты. Это камеры пыток. В общем, тяжело. Энергетика витает просто очень тяжелая какая-то. Это ужас. Я пошла на второй этаж. Это уже второй этаж. Тут комната, в общем-то, посвободнее. Такая попросторнее. Но принцип все тот же самый. Это железные кровати, тут же фотографии. Не хочу их даже показывать близко. Это фотографии реальных людей, которые после пыток, в общем-то, остались в таком вот состоянии, ну, после которого их, в общем-то, пытали. И понимая, что это было не так давно, относительно недавно, это просто становится как-то не по себе. Да, второй этаж, получается, это по количеству комнат меньше, по пространству они больше. Я пошла на третий этаж. Это все тот же билдинг A. Можно увидеть реальные вещи. Фух. Можно вообще ничего не говорить. Просто. Я вот нахожусь тут одна в этом помещении на данный момент, хотя вот много туристов. И ну вот уже не одна заходит человек, и как тут такая атмосфера, такая энергетика тяжелая, особенно когда ты одна и там что-то шевелится, вот эта табличка развивается, есть небольшой ветер, и в третьем этаже есть выставка, которую я показала частично. Есть вещи, которые сохранились с тех времен. И некоторые комнаты были закрыты. Фу. Вы извините меня, я не могу даже иной раз сформулировать то, что я чувствую здесь. Особенно видя, это не для слабонервных. Особенно какие-то... Но это не просто фотографии посмотреть. Когда ты стоишь возле этой кровати железной, когда ты видишь детские вещи, ух, у меня нет слов. Плохо физически становится. Сейчас я перехожу к зданию B. А вот, в общем-то, и сам виновник, так сказать, торжества в обратном смысле. Это и есть тот самый кровожадный тиран Пол Пот. Да, все можно увидеть по глазам. Да, вот это вот все жертвы, которые были привезены вот сюда, в бывшую школу для пыток. 75-й год, 77-й, 78-й. Видите,
А, они использовали номера для каждой жертвы. Вот так это все выглядело. Реальные фотографии. Посмотрите, как страшно. Их очень много, и это однозначно еще не все, потому что было уничтожено более 17 тысяч людей вот таким жестоким способом. Такие разные глаза, у кого-то страх, у кого-то надежда, у кого-то отчаяние, безысходность, у кого-то гнев и злость. Бедные люди, это вообще... Кто-то даже улыбается, видите? Может быть, еще до пыток это, да, делались фотографии. Но кто-то выглядит так просто, что уже было. Я пошла на второй этаж здания Би. Посмотрим, что тут. Ну это архивы. И только для стафа получается. Угу. На втором этаже тут ничего нет. Видимо, тут хранятся архивы. Подташнивает, и голова заболела. Тут, да, третий этаж уже. И все закрыто. Но никого нет. Пошла дальше посмотрю. Фух, тяжело. Вот тут показывают фильмы в 10 утра, 15 минут длительность, и в 3 часа дня. Вот там Галышка. Галышка-малышок танцующий. Вот это здание Си. Ой, ребята, мне страшно. Это жутко. Что-то тут мне страшно ходить, жутко, и вот эти помещения, это я как будто в фильмах ужасов. Да, в это поверить просто. Ёперный театр. Это вообще... Меня что, затошнило даже. Фу, я не хочу туда заходить. Вот честно, я не буду. Там какие-то узкие эти коридоры. Эти все в деревянных таких помещениях. В общем, это второй этаж здания Си. Это вот тут такие своего рода пытки. Я быстренько вот так покажу поверхностно, да. Там вот есть узкий коридор, и вот между, собственно говоря, вот
Но не пойду я туда вовнутрь. Я плохо чувствую, но это ужас какой-то. Это я уже на 3-м этаже. Ну, тут просто информация, стенды, что-то там валяется. По моему выражению лица уже понятно, что что-то меня угнетает. Но вот пустые комнаты. Да, такая вот история, что это полупустое. Да, пустые там комнаты, вот, смотрите. И я направляюсь уже к последнему зданию, строению. Здание Ди. Тут вот мерили рост с помощью такой конструкции. И тут мы видим фотографии жертв. Их очень много. Ну и вот эта самая жесть, я не знаю, можно это снимать или нет. Ну вот человеческие кости, черепушки, картины. Вот все, я выхожу отсюда. Это было последнее здание, билдинг D. Вот на 2-м этаже уже только для персонала. Вот, и, в общем-то, можно сходить вот в такой устрашающий туалет. Даже так просто не собрать мысли в кучу. Только побывав здесь и увидев, и оказавшись внутри зданий, комнат, коридоров, можно прочувствовать вот эту какую-то боль. Ну и то, конечно, не сполна. И не дай боже такое прочувствовать, потому что это вот последнее здание, это как раз-таки такой самый трэш. Это самая жесть, потому что картины я уже не стала вам показывать. Это я не думаю, что это нужно. Там запечатлены яркие, в ярких красках процессы пыток. Но это картины. Были местами, получается, фотографии, инструменты для пыток. А на картинах были изображены сами пытки, как вплоть до того, как даже детей подкидывают и расстреливают. То есть это не люди, не люди. Это просто это как животные с такой жестокостью. Все это делали, ну вот, применяли различного характера и изощрялись по-разному. То есть это с водой пытки, то есть топили людей, потом вытаскивали и подвешивали за ноги. И как вот заключенные невинные люди, жертвы, принимали душ, как все это изображено. И есть даже вот материальное все, одежда, часть кости, черепушки, вот эти черепа. Фотографии реальных людей. Кстати говоря, вот больше 17 тысяч людей, как я уже упоминала ранее в каком-то из видео, были умерщвлены таким образом, да. И когда приехали освобождать, удалось спасти 7 людей. Если вы приедете в Камбоджу, конечно, это одно из тех мест, которые нужно посетить, чтобы понять историю, менталитет людей. Одно понимание того, что это было буквально там, лет 40 назад, чуть больше. И даже когда я вижу людей, которые в возрасте, что, может быть, и принимал участие в этом событии, что все это, вся эта история, безусловно,
она определенно повлияла на менталитет людей, особенно когда это вот только-только недавно относительно закончилось. Ну, конечно, сейчас уже Камбоджа развивается, новые веяния современности, все это постепенно, потихонечку внедряется в жизнь кхмеров, постепенно, но все помнят эту историю, все помнят эту боль, и у многих, конечно же, практически, я думаю, каждого коснулось, вот, родственников коснулась эта нелегкая судьба. Это очень печально. Тут только остается задуматься о жизни, о том, как вот вышло у людей. Вы знаете, я еще пока ходила, я думала о том, что когда ты просто боишься смерти, страх смерти там, или ожидание какое-то, ну, это одно. А когда это является вот страхом смерти, когда ты уже знаешь, что это будет долгая и мучительная смерть в пытках, в различных, и ты видишь этот ужас, и когда ты сам кого-то из родных потерял, и ты увидел, и все это перед твоими глазами, и это намного страшнее, и мне кажется, там даже можно и морально пораньше сломаться. Не хочется о грустном, но иной раз все же стоит задуматься о ценности нашей жизни, вспомнить, что она у нас одна, и ценить то, что мы, по крайней мере, просыпаемся, живы, здоровы, и все в наших руках, чтобы что-то поменять, чтобы сделать хоть на чуть-чуточку, но лучше нашу жизнь. Мы в силах это сделать, и это нужно ценить, эту возможность нужно ценить, потому что различные исторические события, вот, они показывают нам такую суровую реальность, что людям просто не до выбора. И ценить то, что сейчас, это каждый день, это наш выбор, как мы хотим жить. Выбор сделать усилия и улучшить нашу жизнь. И как итог, хочется, конечно, пожелать вам, нам, всем почаще вспоминать о том, что жизнь нужно ценить все-таки, потому что по-разному судьбы складываются, и никто не знает, сколько нам отмерено, неделя, год или больше. Давайте ценить, вспоминать. А я вот еще подумала, кто выбирает в качестве места работы вот подобные места? Это же настолько угнетающая обстановка, что это невозможно даже работать. Ты как это в этом живешь, ты это все влияет. Так, а куда я иду? В общем, всем желаю выбирать места работы как-то повеселее, оптимистичнее, чтобы радостнее, что ли, жить было, или что. Я как-то вообще... Те ворота главные уже закрыты, то есть они в 5 часов, получается, закрывают, и нужно искать другой выход. А выход другой, он обязательно найдется, я уверена. Да, но, по крайней мере, из этой ситуации, я надеюсь, я иду в верном направлении. Кто-то вот тут в мячик играет, может, он тут и живет. А вот и выход, судя по всему, совершенно другой. I have already a Kunchiran. I have, yes, Kunlun. Kunlun. Hi, Kunlun here. Kunlun. Kunlun here. Hello. Сузды. Да. Ретрай Сузды. Такие веселенькие. У-ху. Класс. Kunlun. Gentlemen. Just a moment. Kunlun. Thank you so much. Say hello to my Russian friends. Hello. Yes. Cambodia people work at the Coastline Museum. Да. Driver. Да, это тук-тук-драйвер, очень позитивный, дружелюбный, френдли Кунлун. И очень интеллигентный. Мы с ним поговорили. Do you stay here? Yes, usually. Yeah. I always work here around 15 years. 15 years? Yeah, more than 15 years I work here. Ага, и возле, next to Genocide Museum, yes? Yeah, I drive in front of the exit. Окей. Кунлун. То есть, если вы захотите, Кунлун возле музея геноцида, дружелюбный,
классный, такой приятный, очень оперативно все отвез, подождал обратно, туда-сюда, я ездила за кэшем, чтобы обратно попасть сюда. Вот, в общем, если что, обращайтесь. Welcome to Кунлун. Всем желаю здоровья, оптимизма и до встречи. Пока-пока.